Ребятки, ну наконец-таки мы прилетели в Дубай. Смотрите, какой прекрасный вид. Это легендарная Бурдж-Халифа, которая вечером, точнее ночью, вчера нам такое шоу устроила. Сейчас ставлю кадры. Это просто нереально, это потрясающе. Этот город просто нас любил, мы уже приезжаем сюда ровно второй раз. И, ребятки, кто добирается постоянно на метро, все неоднократно слышали эту прекрасную фразу «Аль-Абуаб тughlaq». Я даже выучил. Аль-Абуаб tughlaq. Doors closing, the next station, Dubai Mall. И как раз мы находимся возле Дубай Молла. Нас привез прекрасный трансфер, который в этом отеле предоставляется бесплатно. А вчера мы ехали на такси и ровно заплатили туда и обратно 20 дирхамов. Но трансфер до определенного времени. Если вы уже не успеваете на трансфер, то тогда уже добирайтесь сюда на такси. Doors closing. В общем, ребят, наш путь был очень долгим, сложным, но мы все-таки добрались до Дубая. Добирались мы из Крыма, выезжали. Когда доезжали до Крымского моста, там ужесточили все правила проверки багажа, а также личный досмотр, поэтому время затянулось из-за пробок, потому что досматривали транспорт и людей. В общем, наша дорога из Крыма в Минеральные воды, оттуда мы именно вылетали из аэропорта Минеральных вод в Дубае, составила 16 часов. Была дорога непростая, но у нас был классный, да, мы заказали такси накануне и добрались за 16 часов. Собственно, Минеральные воды мы попали на 8 часов ранее нашего вылета, потому что мы хотели учесть все пробки, а также ремонт дорог. И это ожидание еще было ужаснее, да, потому что чем сама дорога. В общем, спустя почти 2 суток мы все-таки добрались в Дубай и теперь наслаждаемся вообще инфраструктурой этого потрясающего города. Повезло всем тем, кто живет, конечно, не в таких отдаленных местах. Очень жаль, что мы живем именно в такое непростое время. Хотелось бы, чтобы все было для людей, чтобы было все в легкости, в благополучии, в великолепии. В общем, ребята, мы добрались, мы хотим снять много классных видео, поэтому оставайтесь с нами, будет классно. Have a nice day. Goodbye. Смотри, как атмосфера. И самолет полетел. Вот жара уже. Заем? Ребятки, что я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом, что здесь изменилось? Но самое главное, отменили коронавирусные ограничения. Никаких масок, полная вообще свобода, да? Да, потому что в прошлом году мы проходили, это был, скажем так, полдень, было жарко уже, и нас заставляли надевать маски. Ну, как нас заставляли? Просто показывали, что маску наденьте на лицо. Это, конечно, неудобство, но все же лучше так, чтобы впускали в страну. Ну, а в этом году прям благодать, ходишь, вокруг все чихают, и ты только думаешь, блин. Вокруг все чихают, кашляют, но ты идешь без маски и радуешься в надежде, что ты не заболеешь. В шаговой доступности от нашего отеля есть магазинчик, в котором продаются снеки, вода и прочее. В общем, мы зашли, просто 2 газированные воды взяли, и они обошлись нам практически в 500 рублей, если перевести на наши деньги. 2 литровые бутылочки. Так что учитывайте это, что здесь действительно цены подорожали на все. Как нам сказали люди, которые проживают в Дубае, цены подорожали, и этому поспособствовал чемпионат мира в Катаре. Вот. Скажем так, ну не совсем там глобально, но по общему бюджету в конце отдыха мы поймем, я думаю. Ну да, мы уже начали понимать. Так как российские карты у нас не работают, рассчитаемся как можем. О, прошло? О, все. Так что, ребятки, можете, в принципе, делать карты других банков.
Кстати, насколько мы знаем, что не у всех работают карты казахстанских банков. Вот мы сделали карту другого банка и сейчас сработало. Так что, ребята, пробуйте или носите, пожалуйста, с собой наличные деньги. Все, меняем денежки. Сейчас расскажу где. Все, пожалуйста, поменяли. Алянсари Exchange. Вот здесь меняйте везде, потому что вот у вас, смотрите, новенькие прекрасные дирхамчики, вы поменяли. Запомните, ни в отеле, ни в каких-то придорожных таких обменниках не меняйте. Здесь самый лучший курс, это не реклама, а реальная рекомендация. Вот мы первый раз поменяли по самому лучшему курсу. Так что запоминайте. Сейчас, Танюша, зашли в супермаркет. Вот ради интереса сейчас посмотрим, какие цены в Дубае, и сравним с нашими ценами. Так что, ребятки, дирхам умножаем на 20, правильно? Да, все верно. Да. Так, яйки, давайте посмотрим, какие цены у нас на яз. Golden X. Получается, это сколько? 17,75. Нет, это сколько? Это десяток яиц или сколько? 15. 15, 17, 70, ну почти 18. Ну вот такие вот цены на яйки. Вот смотри, 6 штук, да? 6 штук, 6 дирхамов получается. Вот прикольные такие яйца, это кинкат. У нас такого нет, да? Вот, ребятки, цены, да, на Кока-Колу. Теперь у нас уже практически нет. У нас только казахская и белорусская осталась. Вот Пепси, вот цены. 80 рублей. Любителям Red Bull 11 дирхамов стоит. Ребята, в нашем отеле, а также я смотрела по заведениям в Дубае, такого среднего, скажем так, уровня, Red Bull средний стоит где-то порядка 800 рублей. Это где-то 36 дирхам, вот так вот. И здесь 15 дирхам в маркете. То есть в 2,5 раза дешевле. Поэтому стоит все-таки запастись напитками в супермаркете и делать дома коктейли, либо просто там охлаждать и брать с собой на бассейн. Это просто творог. А вот он творожочек. По-русски даже написано творог. 41 дирхам. Это получается за пачку 800 рублей, да, грубо говоря? Да. А у нас в России где-то в среднем ну 350-380 за такую же пачку. Ну да. То есть в 2 раза дороже. Причем в каждом регионе разные цены, да? Сыры слайсами. Вот, смотрим цены. Вода Evian. 7 дирхамов. Здесь стоит 16,5 дирхамов. Вот у нас молоко разное. Вот это вода есть. А сколько у нас стоит? У нас где-то 280 рублей. Ну вот здесь подороже будет. Сколько рублей стоит? Ого! 28 дирхам. Ой. Короче, 29, грубо говоря, на 4 апреля. Дороговато, да? Пойдут у него. Вот здесь разные крабы, лосось, куча всего. Такой вот кусочек 900. 900 рублей, да? Да, здесь 50 грамм. Вот я беру стейк. Он такой в среднем 700 рублей, а здесь будет 900. Ну, не намного дороже, в принципе. Какие креветки шикарные. Смотри, осьминоги. Смотри, вообще. Прямо морской коктейль. Посмотрите вообще, какой мы нашли вариант к шампанскому, вину или это пиво, неважно. Шикарные закуски, да? Шикарные просто снеки. То есть вы выбираете любой вид сыра, который вам нравится, с плесенью, или с ягодами, или со специями. Оливки, маслины, смесь фруктов и сухофруктов, вообще огромное количество, и миндаль соленый, и орешки, и прочее. И смотрите, здесь вообще разные виды солями, там бастурма, неважно, еще что-то. То есть вы можете это все покупать, там же и оливки, и прочее. Да, 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 Сделать вообще. у нас вообще, ну не знаю, там где, но Ну, в Севастополе такие вещи на заказ. чаще Да, всего может где-то делают. есть, там в Москве. Вот там так у нас еще просто какие-то регионы. сборные солянки. Ну да, у нас мы такого не видели. Прикольно. Вот здесь вообще взялся готовый. Захотел пивка, Да, попил, где, да? допустим, маслины, оливки, там сыр и прочее. Огонь. Мне очень нравится. Ну вот, кстати, до 31-го, это до завтра только годно, это уже старенькое. Старенькая, да, уже? Старенькое. Уже можно обкататься такое. это- Смотрите на срок годности. Ребятки, давайте смотрим, сколько стоит же хлебушек у нас. Ну, здесь Разные. где-то в среднем от 260 до 240 рублей за, допустим, злаковый или это вот какой-то Да, цельнозерновой. как у нас называется, отрубной. 12 дирхамов. Так что, ну, судите сами, вот вам цены. Это вот самые дешевые. Какие ягодки, смотри, голубика, клубника. Вид, Вот, конечно, да, вот смотрите, вот голубика 600 рублей. Сколько здесь грамм? А ну. 170 грамм. Вот я беру такую же, вот это стоит 600, а я беру за 250. Но здесь получается на 20 грамм больше.
чем у нас в Крыму А продается. по цене? По цене это 600, а я беру за 250 рублей. Мгм. Вот такая вот коробочка. Да, это Просто на 20 грамм больше. Смотрите, 55 дирхамов, такая шикарная клубника, килограмм, да, стоит, говорю? Получается 1100 рублей килограмм. Ну, клубника красивая и пахнет прям, ну вообще свежатина. Ну не знаю, как на вкус, но пахнет, конечно, она изумительная. Так, а ну-ка вот здесь сколько грамм? 454 грамма. Да. Ну, то есть получается вот это на 550 рублей такая коробочка. Так, вот сколько стоит драконий фрукт. Драгон фрукт. Голубика, клубника и малина. И все это удовольствие стоит 82 дирхама, это получается 1640 рублей за вот такую вот коробочку. Да, вообще шикарно, да? Это вообще прям бахчевый сад. Смотри, разные. Смотри, папайя с Таиланда. Вот. Я не знаю, спелая она или нет. Если что, пишите комментарий, кто разбирается. 960 рублей за килограмм. 960, да? А вот папайя бразильская. Вот ценник. А ну давай манго. Манго. 30 дирхам, это получается 600 рублей за Ну. килограмм. Вот такой за килограмм, да? Да, за килограмм. Ну, естественно, арбузы разные. Шикарно. Вот, ребятки, вам ценник за картоху. Получается где-то Да, Вообще- нарезано у нас. 580 рублей, вот такой нарезанный ананас 300 грамм. Да. И вот кокосик тоже, Это да, нарезан? помело. Да, вот помело тоже Помело нарезано. стоит 800 рублей, стоит 500 грамм. То есть полкило 800 рублей. Мгм. Смотри, всякие инжир, да? Инжир всякие такие. Что пахнет? Что говорят? Да, ну не дешево. Вообще, вот смузи и свежевыжатые соки. Вот, смотрите, цены. Прям во льду вообще. Сказка песня. Фруктовый рай. Вообще отлично. Смотри. Смотри, Танюш, набор овощей прям взял. Ой, какая Уже идет вкусная. с соусом. Прям, Смотри. смотрите, праздничный стол. Праздничный И стол, гранат, и ежевика, и клубника. Сколько это удовольствие стоит? 76 Да. дирхам. Это получается где-то, ну, 1500 рублей. А вот, смотрите, вот тоже тебе и мандарин, и это. Мандарин, драгонфрукт, арбуз, ананас, 2 сорта винограда, апельсин и яблочко. Вот это дыня, скорее всего. Ребят, смотрите, какую прекрасную нарезочку нашли мы. Клубничка, дыня, 2 вида, желтая такая, ежевика, арбуз и ананас. И это все стоит всего лишь 740 рублей, где-то так. Да, Вот обязательно такая вот попробуем, тяжеленькая, да, да. скажем. Сейчас скажу, сколько грамм. Здесь даже не говорят, сколько грамм. Ну, она такая тяжеленькая, весит Ну, где-то нормально, около на кило. двоих есть вообще ну, что надо. Ананасовый рай, да? Такие ростки, проростки, грибы. И всякие белые штуки. грибы, да, и разные Белые, шитаки. То шампиньоны, есть да. всё. 17 дирхам шитаки, это за 150 грамм белые грибы. Тоже 150 грамм 12 дирхам. То есть все умножаем на 20. В принципе, цены адекватные. Даже если что-то вот приготовить дома, все же, мне кажется, если вот так вот брать продуктами, выйдет дешевле, чем ужинать в ресторане. Да, что за зеленый-красный такой? Я такого даже и не видел. Можно листья салата. Ну да, снимать не переснимать. Вывеска, ребята, как найти этот супермаркет. Потому что на самом деле здесь снимать, не переснимать, тут можно вообще Да, не здесь, знаю. ребятки, вообще потеряться можно. Столько всего. Кстати, вот здесь есть продукты, которые уже нужно снять с продажи, собственно, потому что либо завтра, либо на днях она уже выходит, скажем так, срок годности подходит к концу, особенно это касается мяса, сыров, то, что может навредить здоровью. Ну и, собственно, вот нужно брать свеженарезанные фрукты, потому что по ним прям скажешь, свежие они или нет. Цены приемлемые, поэтому там я смотрела, даже есть какие-то акции, интересные вообще наборы, то, что мы не можем найти, да, у нас в России только на заказ. Ну, как бы вообще классно, советуем. И мы, кстати, даже... здесь, по-моему, алкоголь не продается. если Нет, что. конечно, я же вам говорил, у нас отдельный целый выпуск про алкоголь. Да, так что сейчас загорится здесь или вот здесь. Кто купить алкоголь, это отдельные магазины для этого существуют. Ребята, что мы обнаружили в Дубай Молл? В этом году открыли African Eastern. Это магазин, где продают алкоголь. В прошлом году его еще не было, поэтому с этого года welcome, можно алкоголь купить и в Дубай Молле. Это новенький магазинчик, очень широкий выбор алкоголя и отличается от ММА, потому что ММА он такой поменьше немножко, но зато там есть такие наборы шампанского, мини, а здесь такие большие бутылки, но хорошие скидки. Допустим, только здесь мы видели 1,5 литра рома, Капитан Морган, больше никаких магазинах мы его не видели.
видели, поэтому и скидки на него хорошие. 1,5 литра, 199 дирхам, это 2000 рублей. Ребятки, в прошлом выпуске мы уже показывали вам всю эту прекрасную красоту. Что изменилось через год? Тут появилась какая-то клетка, да, Танюш? Да, здесь, получается, можно погружаться, скорее всего, с аквалангом и смотреть, скажем так, изнутри на этот аквариум. А вот этот застекленный, получается, балкон. Ну, по-моему, он был, насколько я знаю. Я не помню в прошлом году. Ну вот клетку, если честно, может быть, если честно, это и было, но так как мы первый раз здесь были, мы увидели весь этот масштабный процесс и, может быть, какие-то нюансы не замечали. Вот в этот раз мы обнаружили вот такую клетку. Да-да-да, и там видно, что люди там находятся, фотографируются. Вижу вспышки, да, там. Акулка. Да. Ребята, это потрясающе. Ну вот, пожалуйста, вот все вот это все бесплатно. Да. Скажем, Приходите, наслаждайтесь. Да, вы можете просто подняться на второй этаж и посмотреть чуть ближе. И вот она, наша красотка Бурдж-Халифа. В этот раз мы с Танюшей с другой стороны, да, подошли? Да, первый Вообще раз с здесь. этой стороны. Таня вообще без ума от Халифа. Сегодня будем смотреть фонтаны вот именно с этого ракурса, с этой локации. Вот еще какие здания. С ума сойти. Дубай, это, конечно, круто. Ребята, смотрите, какая красота. Блять, подымай меня. Обалдеть, да. Ё-моё, бро. Это ж Рамадан. А, да, ребятки, сейчас же ж Рамадан точно. И к Рамадану Я такого не видела. это вообще улет, блин. Так не здорово. Вообще, блин. Как на параде. Обалденно. Да, сейчас я сниму вот это. Аж луна, видишь как? Знаешь, нам везет сегодня. Офигеть. Я на самом деле хотел сказать другое, пока Халифа не начала гореть разными огнями. Сегодня просто четверг, даже не выходной. Народу вообще не знаю. Как на парад у нас, 9 мая, даже больше. Не протиснуться вообще. Спасибо. Обалдеть, не встали. Да, да, охренеть можно. Ой, ёшкин матрёшкин. Это жесть. О!
Я даже смотрю вот вживую, чтобы насладиться, а не на экран. Да. О! Это жесть. Невероятно. Как это красиво. Да что он тебе говорит? Охренеть. Как нам повезло в Рамадан. Да. Жесть. Да вообще. Да. Ой-ё. Отрыв башки просто. Да. Охренеть. Конечно. Да. Это балдеж вообще. Так вот, жена разводит на клевый шмот. Тратим кровно, честно заработанный дирхамчик. Вот кто первый раз видит дирхамы, как они выглядят. 500 дирхамов, вот с таким вот орланом прекрасным. Ты счастлив? Конечно, счастлив. Главное, чтобы ты была счастлива. Платье же тебе не мне что носить. Давай, давай. О, пожалуйста, всего доброго, до свидания. Lost on a moonless night, I'll be by your side, be your guiding light. Promise I won't be far behind, I will hold you tight. When it's cold outside, when you're lost on a moonless night, I'll be by your side, be your guiding light. Promise I won't be far behind, I will hold you tight. When it's cold outside. Ребята, это просто невероятно. Мы нашли инсталляцию лапсы жемчуга. Мы в прошлом году прилетели, когда в Дубае, мы были в поисках в Дубай-моле и именно вот этой инсталляции. И так не нашли, потому что Дубай-мол это просто какой-то вообще ящик Пандоры, где вообще невозможно ничего найти. Поэтому в этом году нам повезло, так что наслаждаемся. Да, ребята, и чтобы не теряться по Дубай-молу, вот мы скачали вот такое приложение, это вообще must-have, просто какой-то. Вот мы, допустим, ищем сейчас Superdry магазин, который мы уже полюбили ранее, там очень клевый шмот. Смотрите, вот полностью карта, это можно просто заблудиться, потому что человек здесь это просто песчинка в пустыне. Вот, мы уже идем к нему и случайно вот нашли ловцов жемчуга по пути, вообще прекрасно. Так что качайте это приложение, это прям навигатор. Он облегчит вам, как говорится, время пребывания и жизнь. Ну вот мы, допустим, ищем магазин манго, в поиске ввели, вот он нас ведет. И вот мы такие идем, радуемся жизни. И все, манго вот тут. Все просто. Подглючивает падла, конечно, но сразу так второго-третьего захода. Мы нашли даже Китай-город в Дубай-моле, представляете? Какой колорит.
should fix a lie. Ребята, не поверите, нас сегодня хотели обмануть. Где? В такси. В общем, мы были в музее будущего и словили такси, как обычно, вышли на дорогу, махнули рукой, остановилось такси. Мы присаживаемся в такси, и нам говорят наличные. Мы такие, ну окей, хорошо, наличные. И смотрим, таксометр он не включил. Я еще такая говорю мужу, ну давай проследим вообще, ну, включит он таксометр или нет. В итоге всю дорогу мы просто ехали, ничего на экране не появлялось. У них там такси, как бы такой экран, и отображается, посадка в такси стоит 5 дирхам. Ну ладно, ну может быть бывает такое, у них зависает экран. И когда мы из музея будущего приехали в центр Дубая, ну это не так далеко ехать, так как мы живем в центре, он нам озвучивает сумму 38 дирхам. Мы, зная, что поездка априори не может стоить больше 25 дирхам, начинаем ему говорить, покажите, пожалуйста, по таксометру, сколько это будет стоить. Он говорит, это вот у меня на телефоне отдельный таксометр, не на экране, а он показывает на своем телефоне, что у него 38 дирхам. Мы такие, нет, где ваша именно четко прописанный километраж и прочее. Не потому, что мы такие снобы или там еще что-то, да, там как-то нищеброды, да, вы можете писать много в комментариях. Мы просто знаем цены в Дубае. Мы уже не раз ездили в такси и знаем, как устроена вот эта кухня изнутри. Мы буквально поговорили минуту, и он понял такой, окей, 25 дирхам. То есть он сам скинул 13 дирхам на ровном месте. То есть так, чтобы вы не попадались, вы сразу же контролируйте, пожалуйста, когда вы присаживаетесь в такси. Не дайте себя обмануть, потому что по окончанию поездки на экране должна быть итоговая сумма. Именно на экране, не на телефоне, а именно на экране, который находится у водителя прямо посередине, вы ни с чем не перепутаете. И все, собственно, и будет счастье, и никто никого не будет обманывать. Ребята, все в шаговой доступности, как оказалось, Китай-город, а также по левую сторону кинотеатр, только учтите просмотр фильма на английском языке. Выбор большой, здесь разные варианты просмотров, и 5D даже есть, а также можете приобрести попкорн или какие-то напитки воды, напитки, разную еду. В общем, все для людей. Да, ребятки, чтобы не толпиться, можно прямо оплатить здесь картой, выбрать любой фильм, расписание, сеанс. Да, все, оплатили и пошли киношку смотреть. Да, здесь контракт оплата, это здорово. То есть не надо тебе стоять в очереди, столько аппаратов, чик-чик, приложил, оплатил. Шикарно. Наслаждаешься. Вот киношки, которые сейчас идут. Да, ребятки, ну мы в киношку, естественно, не пойдем. Не видим в этом смысла. Вот вам покажем на экране, что там внутри, как комфортно можно провести время за просмотром любимого фильма. Рядом с кинотеатром располагаются вот такие аттракционы для детей, поэтому вообще и для взрослых, для детей кучу развлечений. Прикольно. Да, я снимаю. Я снимаю.
Ну а кому действительно нравятся наши выпуски и кто уже ждет следующих, у вас есть увлекательная возможность посодействовать развитию нашего канала звонкой монетой. Реквизиты оставлю в описании. Всем приятного просмотра, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, ребятки, огромная просьба, оставляйте, пожалуйста, комментарии, желательно со словом «Дубай». Это способствует развитию и продвижению этого ролика. Ребятушки, Дубай Молл нас не перестает удивлять. Только что из Чайна-тауна мы решили поехать домой, вызвать такси. И, в общем, в поисках выхода из Дубай Молл мы наткнулись на диплодока, который был раскопан в 2008 году в штате Вайоминг, США. Представляете, он обитал 150-155 миллионов лет назад. Первый раз в Дубай Молл мы приехали днем, и он необыкновенно красивый, цвет воды изумрудно-бирюзовый. В этом есть такой шарм. Мы в шоке, что Дубай Молл днем настолько прекрасен, не менее прекрасен, чем ночью, когда вокруг ночные огни.
И прошу заметить, народу днем вообще практически нет, да? А вечером здесь вообще такие толпы, здесь просто... прямо пробки. Да, пробки, да. Не продохнуть, не обойти. А здесь гулять все свободно вообще без всякого. Ночью такого большого количества людей, что ты просто в поток, когда... Да, когда фото, Когда главное в поток попасть. попадаешь, он тебя сам несет. Да. В общем, да, не, ну, на самом деле это антуражно. Ну, вообще, если честно, на днях, когда мы вам показывали Мамай, магазин алкогольный, мы такие думали, мы приехали на такси достаточно быстро. И вы знаете, вот мы когда вышли из магазина, там, получается, рядом с магазином эстакады в разные стороны. И такси там только ездит по заказу. А вот так вот словить, выйти на обочину, это невозможно, потому что обочина отсутствует, только где пешеходный переход. И все. И мы 1,5 часа просто с тюками лазили, это было невыносимо. У нас не было ни воды, ни телефонов, потому что мы думали только вот так вот словить и доехать. В общем, да, теперь мы получим опытом, что если вы, допустим, или пусть у вас будет приложение Uber, на всякий случай, там обязательно кто-то из вас должен взять телефон, потому что здесь просто блуждать, это километрами можно и... Да, и постоянно брать с собой телефон, потому что мы вот вызвали такси с отеля, взяли такси без проблем. А там мы такси не можем поймать. Во-первых, это понедельник, по понедельникам мы заметили, где бизнес-центры, там вообще целая проблема вызвать такси. Такси все заняты, все приезжают. Вообще, ребятки, на самом деле, приехать в Рамадан, это еще то испытание. Испытание, конечно, для самих мусульман, ну и для туристов тоже, потому что вот действительно, погода вообще супер была на наши все даты. Вот сегодня уже 5 апреля, потихоньку начинается жара, мы уже загорели. В принципе, Даже сгорели. Да, даже сгорели, солнце такое активное, Да. И когда ветер не чувствуется Да, просто. кстати, ребята, вот я хочу подметить, всегда на любых курортах я могла каждый день лежать на солнце по 4-3 часа спокойно и как бы не краснеть. А здесь мы в первый день приехали, и буквально за 10 минут у меня сгорела грудь. То есть и мы вообще, да, вот несколько дней повезло. 2 дня не загорали. Да, повезло, что у нас экскурсии, достаточно насыщенная была программа, поэтому как бы кожа отдохнула. Но это теперь я уже буду умнее, что вот именно вот мы зимой прилетали, я спокойно загорала 1,5-2 часа в день, мне этого хватало. А в апреле такой достаточно... И, кстати, нам сказал экскурсовод, что нам еще повезло с погодой, потому что чаще всего в начале апреля уже начинается дикая знойная жара. То есть на солнце, Да. она говорит, вы будете молиться о том, чтобы найти хоть какой-то тенек. Ну, поэтому такой легкий бриз прохладный, и в то же время солнце привлекает. Ну, как бы, в принципе, комфортно. Да, потому что бывало, что такие вечера, что мы даже легкие кофтяйки надевали, и было вообще очень комфортно вечером. И еще прошу заметить, здесь сильное кондиционирование, вот такие как Дубай Молл, другие места, даже в общественном транспорте, да, очень хорошее кондиционирование. И можно... Обязательно берите с собой кофту. Да, потому что здесь ходят все чихают, кашляют, люди простужаются вообще на раз, два, три просто. Да, я еще, кстати, мы думали, так будет жарко, не будем брать теплые вещи. Все, прилетит. Да, хорошо, что мы еще выезжали, получается, с своего города, было холодно. Ну вот, а так, кто летит сюда, особенно летом, ну, тут, конечно, да. Сейчас ходим с Танюшей по Дубай Моллу, вот, покупаем всякие разные вещи. Здесь просто такая атмосфера, все друг другу улыбаются, все please, sir, thank you, sir. Вот у нас, вот в стране, вот, не знаю, не буду обобщать, скажу про наш город. Вот человек человеку волк, вот ты, да, все такие ходят угрюмые. Вот заходишь в любой магазин, уже смотрят вот так вот с такой, знаешь, оценивающий. А здесь все улыбаются, все рады, как бы. Как-то я помню, у нас в городе заходим вот в магазин, и Таня такая спрашивает, говорит, а можно там, где у вас там продаются пиджачки там разные еще? Они такие вот так вот посмотрели. Девушка, у нас только спортшик. А что это вообще за стиль такой спортшик, да? Не знаю, так, наверное, как кальян рэп. А здесь вообще, если заходишь, вообще без проблем. Любой магазин, не знаю, на любой вкус, любой стиль, да? Здесь вообще, ребята, приезжайте, вот найдете все. Только, мне кажется, за один день вы точно не обойдете. Мы уже неделю, каждый день сюда приезжаем, до сих пор его не можем обойти. И обязательно пользуйтесь навигатором по Дубай Молл. Смотрите, ребятки, взяли сейчас два супца, панди чайниз. А здесь есть у мамы. Ну, почему-то у мамы там народу меньше. Все массовые скопления возле панды. Вот, мы решили попробовать. Мы взяли суп с лапшой с говядиной, очень вкусно, я уже попробовала. тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Да? Вкусно, да. Достойно? Ну, попробуем. Это мы уже второй день уже хотим китайской еды какой-нибудь азиатской попробовать. Уже Макдональдс, если честно, всякие бургеры надоело. И вот, друзья, вам просто ради сравнения. И это еще не предел, это еще мало народу. Как днем, как ночью. Итак, мы решили обойти всю набережную до конца, первый раз здесь, потому что в прошлом году было перекрыто. Теперь будем смотреть и наслаждаться красотой. I need a second to take a breath, to keep me guessing with what you say. You're in my head.
pressure. We're sinking in like stormy weather. Can't seem to breathe. When you Остань за ручками, ще вам. if you're gonna take me, I know I won't stay. I don't wanna wait here. You push me away. If you're gonna choose, you don't know what to do. I don't wanna lose you, but don't wanna lose me. Ребят, мы обошли Бурдж-Халифа с другой стороны. И вот набережная нас вывела вот на такой вот парк, где занимаются йогой, гуляют с детьми. Потрясающая территория, мы ее ранее не видели. Здесь можно посидеть, понаслаждаться видами. Прям вообще настолько все масштабно, очень красиво. So complicated. Если обойти Бурдж-Халифу, вы попадаете вот в такую прекрасную парковую зону, где можете поиграть в бадминтон или просто устроить себе уикенд и отдохнуть с семьей. Здесь также есть велодорожка, вы можете покататься на велосипедах, которые можете арендовать. Потрясающее место, все для туристов. Нам очень нравится. When you're lost on a moonless night, I'll be by your side, be your guiding light. Promise I won't be far behind, I will hold you tight. When it's cold outside, when you're lost on a moonless night, I'll be by your side, be your guiding light. Promise I won't be far behind, I will hold you tight. When it's cold outside. Но Дубай, как всегда, впереди планеты всей. Мало нам было Бурдж-Халифы. Теперь вокруг нее на высоте 550 метров построят огромное кольцо. Внутри будут находиться жилые дома, магазины, рестораны и кофейни. И, конечно, вертолетная площадка для тех, кто не любит толпиться в лифтах. Вот здесь вообще прекрасная смотровая, да? Вообще и здесь, да, здесь. Может, если здесь места все не займут, вечером обязательно придем посмотрим, да? Кажется, мне вон там, вот это все просто. Да. Вот это все, это толпы людей. Просто там даже не пройти, не посмотреть ближе к воде. А здесь настолько все спокойно, и мы даже нашли для себя место присесть, полюбоваться. Господи, жалко, я не снимал. Тут как бахнули с этой пушкой. Я же вам не зря сказал, говорю, что он там стоит, блин. Грохот был вообще жесть, блин. Во время празднования священного месяца Рамадана полиция Дубая размещает вот такую легендарную пушку Ифтара. Согласно исконному исламскому ритуалу, каждый закат солнца сопровождается выстрелом из этой пушки, который знаменует завершение дневного поста. Традиционная стрельба происходит перед вечерней молитвой. Невероятная штуковина. Вот очень интересно все предвкушения выстрела. Это прямо будет, мне кажется, какое-то невероятие на самом-то деле. На заднем плане, да, Бурдж-Халифа, уже закат, вечереет. И сейчас как раз 18:23 по дубайскому времени. И сейчас мы будем наблюдать залп.
все уже снаряды несут. В общем, в ожидании выстрела с этой пушки я стала подальше, потому что, кстати, звук такой не очень приятный для ушей, особенно очень чувствительных натур. Поэтому я встала подальше, мужу очень нравится, поэтому он снимает это все для вас. Мы вчера пришли на закате посмотреть на поющие фонтаны и услышали вот этот вот взрыв. Вообще показалось, что сейчас будет здание рушиться, а это, оказывается, здесь у них такое мероприятие по окончанию дневного поста. Тань, ты решила прийти? Сиди. Сейчас увидишь. Рот приоткрой. Рот приоткройте, чтобы не контузило. Да. Что, сильно так? Конечно. Бурж-Халиф. Не сильно. Я же говорил, рот не открывайте, чтобы... Вы не открыли? Повезло. Мы когда на стрельбище было, нам военрук говорил, рот приоткрывайте. Могу сказать одно, что мы не хотели. Да. Вот. Если будете наблюдать во время Рамадана такой бабах, приоткрывайте всегда рот, что вас, не дай бог, не контузило. Потому что даже с приоткрытым ртом в ушах звон, да? Да, был? я, кстати, я уши закрыла и приоткрыла рот, и это помогло, но штаны аж рвало. А что ничего, да? Не Восстала. Круто, да, очень. Вообще. Какой запах, как после фейерверка. Вот здесь остатки роскоши холостого снаряда. Народ вообще в шоке, все ликуют. Это нереальное зрелище. Прям вообще. И сразу после мероприятия звучит молитва. Это означает, что мусульмане могут начать есть и пить. Заход солнца. Вот уже мы третий день приходим снимать пушку. Здесь сегодня телевидение, здесь вообще поставили подсветку. Сегодня все тут прям серьезно. Ну, конечно, задержка выпускная камера с крана. Вот и все. Вот и пушку увозят. Постреляли и хватит. Да, сегодня красный флаг, а до этого был зеленый. Мы тут уже второй раз и уже наконец-таки поняли, что возле каждого выхода есть отдельный выход такси. Вы просто выходите и ловите машину. Точнее, есть специально обученный человек, который вам прям указывает, к какой машине подойти. Вот, это не во всех выходах, сначала мы этого не понимали, но сейчас вообще это замечательно. А рядом ориентир пикап-такси, где вы можете, собственно, встать в очередь, сесть на такси и поехать домой. Как я вам ранее говорил, скачивать это приложение, оно иногда поддубливает, подглючивает, но это отличный навигатор, ну типа Яндекс. Да, и, кстати, многие магазины, благодаря ему мы нашли. Но теперь мы уже, слава богу, к концу отдыха ориентируемся. Ну да, за 8 дней ежедневного похода, да, мы уже ориентируемся. Так что вот, ребят, такие вот дела. Идем дальше. Что мы нашли в Дубай Молл, так это аппараты с Tax Free. И даже здесь есть меню на русском языке. Данный аппарат находится возле диплодока и возле ледового катка. Диплодок – это окаменелые остатки динозавра. В общем, аппарат Tax Free здесь, один из аппаратов Tax Free здесь. И вот меню на русском языке. Пожалуйста, если у вас есть действующие карты,
Да, это только если у вас действующие карты, которые работают у вас. А если вы хотите вернуть наличными, то это можно сделать только в аэропорту. Поднесите под посадочный талон, сканеру штрих-коду. Ну, собственно, его подносим. Да. Все, сам понял. Вот ориентир сразу же. Диплодок, точнее его окаменелые останки. No, I can't take the silence. Now I find comfort in the rain. Tell me who can I rely on when those I love cause me pain. She dreams of you, she calls your name at night. I'm frozen in the snow, can't win this fight. This is heart robbery. This is heart robbery. This is heart robbery. This is heart robbery. Да уж, Дубай Молл это конкретный просто ящик Пандоры, ориентир. Просто ледовый каток. Находите в поиске в Дубай Молл приложение, которое мы говорили, Ice Ring. Да, Это и поднимаетесь на второй этаж на эскалаторе. совершенно верно. Да, мы решили попробовать восточную еду. В прошлый раз мы на фудкорте побывали в Панде, и там нам очень понравилось. Мы брали суп, да, с говядиной. Поэтому попробуем, что здесь. Ребята, мы так хотели попасть в Чайна-таун. В итоге что? Открыто только 5 заведений, где больше половины еды уже закончилась. То есть из меню много чего они просто вычеркнули. Осталось только вегетарианские супы и прочее. А мы же хотели что-то мясное типа с говядиной. Ну и что? Мы вернулись на фудкорт, где находится Панда. Взяли опять вот такие вот супы. Здесь говядина, лапша и овощи. Вкусно, аж ум отвешь. Порция огромная. И чек у нас вышел 2 супа с говядиной, с лапшой, 54 дирхама всего лишь. То есть на двоих это вообще прекрасно покушать. Большие порции и говядина очень мягкая. No, I don't recognize us anymore. Baby, your love used to be my cure. He was here when I needed you the most. You cannot steal what's inside your heart. And you dream of him, you call his name at night. I'm frozen in the snow, can't win this fight. Ребята, мы в полном восторге. Оказывается, здесь есть такой видовой обзор на все фонтаны сразу. То есть вы переходите через мост на другую сторону. Здесь будет в арабском стиле много ресторанов. И здесь просто нереальная вообще обзорность на все 100%. Кстати, здесь, я смотрю, ходят лодочки, и вы можете заказать за отдельную плату, чтобы посмотреть с воды на данное представление. Невероятно красиво.